Лев 3 дня рыл землю в одном месте. Увидев, что там находится, рабочие пришли в ужас. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам, правда, интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Бескрайняя красная равнина, обычно наполненная стрекотом цикад, криками ибисов и далеким гулом ветра, в те дни словно затаила дыхание, скованное необъяснимым и пугающим поведением своего самого грозного властелина. Группа документалистов под руководством упрямого режиссера Марка Эстевеса, рассчитывавшая на редкие кадры брачного поведения львов, оказалась заперта в тесном деревянном домике старой геологической станции, который внезапно превратился в осажденную крепость. Прямо за порогом расположился огромный лев, чьи глаза, лишенные обычного охотничьего блеска, были неотрывно прикованы к перекошенной входной двери. На протяжении 3 долгих дней зверь вел себя вопреки всем известным законам биологии. Он полностью игнорировал проходящие мимо стада антилоп, не подходил к воде в пересохшем русле и лишь глухо рычал всякий раз, когда внутри домика раздавался малейший звук или кто-то из людей рисковал приблизиться к окну. Напряжение внутри росло с каждым часом, превращаясь в густой, почти осязаемый страх. Оператор Ясмин считала шаги хищника, звукорежиссер Томас пытался заглушить панические мысли монотонным шепотом молитв, а молодой стажер Икер не сводил глаз с полоски света под дверью, где время от времени ложилась тень массивной головы. Зверь не пытался ворваться внутрь и не нападал, он словно нес бессменную вахту, охраняя невидимую границу. На 4-е утро к станции наконец пробились рейнджеры национального парка, привлеченные аварийным маяком и отсутствием радиосвязи с группой. Впереди пыльного каравана шел вездеход старшего инспектора Алехандро, чьи глаза видели слишком многое, чтобы доверять случайностям. Они застали картину, не поддающуюся объяснению даже для самых опытных следопытов. Лев не бросился на машины и не попытался уйти в сухую траву, а начал яростно и методично рвать когтями иссохшую землю у самого основания домика. Алехандро, приказав держать карабины наготове, но не стрелять без крайней нужды, долго наблюдал за лихорадочными движениями зверя и внезапно почувствовал, как по его спине пробежал ледяной холод, не имеющий ничего общего с утренней прохладой. «Он не охотится на людей», — негромко сказал он, не отрывая взгляда от темных глаз хищника. «Он либо охраняет это место, либо пытается выгнать отсюда все живое. Посмотрите, в нем нет жажды крови. Там тревога, и будто просьба о помощи». По его приказу люди вскрыли настил там, где когти оставили самые глубокие борозды, и из-под досок ударил тяжелый запах сырости и тлена. В лучах фонарей открылся заброшенный подвал, о существовании которого никто не знал, а внизу обнаружился массивный металлический сундук. Внутри лежали дневники, карты и образцы минералов, принадлежавшие знаменитому исследователю Федерико Аргенте, пропавшему более 10 лет назад. Однако настоящая находка ждала в стороне. Под слоем камней и земли виднелись человеческие кости. Когда рабочие осторожно расчистили завал, стало ясно, что это скелет самого Аргенте, лежащий на боку с неестественно вывернутой рукой. В ребрах застрял ржавый обломок ножа, а рядом рассыпались потемневшие золотые монеты и несколько грубых самородков, ради которых, судя по записям в дневниках, и разгорелся конфликт внутри экспедиции. В последних строках Аргенте писал о найденной жиле редкого золота в скальном кармане под станцией и о намерении официально зарегистрировать открытие. Но дальше почерк обрывался. Алехандро молча закрыл блокнот и посмотрел на кости. Стало очевидно, что ученого убили его же спутники, желая присвоить сокровища и избавиться от единственного человека, который мог заявить на них права.
Судя по хаотично разбросанным монетам, убийцы не успели вывести добычу и по неизвестной причине покинули станцию, оставив тело замурованным под полом. В этот момент снаружи раздался низкий протяжный рев, но в нем не было угрозы. Лев стоял у вскрытого проема и смотрел вниз так, будто ждал именно этого. Старый смотритель парка, приехавший вместе с рейнджерами, внезапно вспомнил рассказ своего деда о молодом ученом, который много лет назад подкармливал львенка, оставшегося без матери неподалеку от лагеря геологов. По словам деда, зверь долго держался рядом со станцией и не проявлял агрессии к людям, а после исчезновения Аргенте тоже пропал. Алехандро перевел взгляд на льва и тихо произнес, что, возможно, перед ними тот самый зверь. Хищник медленно спустился к краю раскопа, понюхал воздух и издал тихий, почти жалобный звук, от которого у людей перехватило дыхание. Он копал не из ярости и не из голода. Он искал того, кого когда-то знал, того, кто делился с ним водой и мясом в засушливые годы. Когда останки бережно подняли и накрыли тканью, лев перестал рычать и лег неподалеку, не сводя взгляда с людей, словно проверяя, что они не причинят вреда тому, кого он все это время охранял. К вечеру, когда солнце окрасило плато в багряные тона, Алехандро приказал опечатать находку, а золото изъять как вещественное доказательство, чтобы спустя десятилетия правда, наконец, была зафиксирована официально. И лишь когда тело ученого вынесли из подвала, лев медленно поднялся, издал короткий глухой рык, больше похожий на прощание, и ушел в сторону холмов, растворившись в пыльной дымке, оставив людей с тяжелым осознанием того, что верность иногда переживает не только предательство, но и саму смерть. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.